Привет всем! Сегодня рассказ про хобби котика Вилли. Это у нас котик Вилли. Хобби у него естественное и природное. Охота. Хочу сразу успокоить. Ничего страшного показано не будет. Ни одно живое существо во время съемок не погибло. Поэтому все нормально. Можно смотреть даже с детьми. Кроме того, будут показаны и названы некоторые очень странные растения с такими названиями, которые я услышал сам в первый раз сейчас от Ирины и произношу по бумажке, потому что запомнить практически невозможно. Начнем с хобби. Итак, когда-то я анонсировал, что будет показан фильм про то, как птицы помогают котику Вилли охотиться на мышей. Вот это как раз тот самый фильм. Вот смотрите, там у нас кормушка. Потом приближенно будет, увидите. Кормушка, и Вилли сидит под кормушкой. Я его засек, подумал, что грешным делом, что Вилли охотится на птиц. Но, с другой стороны, Вилли, он такой опытный охотник. Он бы так в открытую подойти и сесть, он бы никогда так не сделал. Потому что птицы, они очень опасливые, им сверху видно все. И шанса кого-то поймать в таком режиме у Вилли бы не было. Я просто с удивлением смотрел, почему он сидит в таком, не самом лучшем месте. А котик, он такой привычный к комфорту, к созерцательности, к некоторым таким сибаритским вещам. Чего бы он сидел на жесткой плитке и смотрел, уставившись в ограду. Потом оказалось, что все не так просто. И все имеет смысл. Вот смотрите, вот эта кормушка там сверху. Вот, кормушка. То есть, как птицы помогают коту охотиться. Они, когда едят семечки, орешки там летают, они крыльями там орудуют, лапами орудуют, и часть семечек, часть орешков просыпается вниз, падает вниз. И является таким лакомством, привлекательным для мышей. Вилли этот момент усек, он вообще сообразительный котик, и стал включать вот этот пункт в свой обход. То есть он, когда не спит и когда не ест, он охотится. Это такое у него всепоглощающее хобби. Вот смотрите. В этот раз он такой уже позе, уши навострил, смотрит явно. Кошки, они охотятся в том числе на слух. То есть слух при охоте у кошек имеет огромное значение. То есть они слышат, как кто-то там шарудит, пищит и так далее. И слух у них великолепный. Вот смотрите. Все, засек. На полусогнутых. Настоящий охотничий уже. Вот он. Идет, и сейчас будет настоящий сюрреализм. Мыши, как известно, они не очень умные, в отличие от крыс. Вилли, он охотник опытный, он ловит крыс в том числе. У нас водные полевки, это такие большие мыши, это крысы фактически, водная полевка. Вот он на них охотится. А мышь поймать, в общем-то, для кошки это не очень большая наука. Мыши, они такие бестолковые. И вот смотрим, мышь буквально чуть по носу у кота не бегает. Кот, полностью обалдевший, смотрит на этот сюрреализм. Вот смотрите. Она что, его не замечает, что ли? То есть она выходит, собирает там семечки, которые попадали из кормушки. Котик такой, не моргни, не шелохнись. И наблюдает за этим, как мышь у него на глазах буквально там, вот смотрите, что творит. Главное тут выдержка. Смотри, вообще бестолковая. Все, поймал, понес. То есть котик, он сначала должен, естественно, носить, играть и так далее. При этом большая часть
пойманных им мышей благополучно спасается. Ну, некоторым не везет, иногда не спасается. Ну вот. А в этот раз, смотрите, это продолжение съемки. То есть кот отнес ее на террасу, стал играть на террасе и явно упустил. То есть он сейчас, я вот вижу, что он сидит не просто так, сидит, цветочки нюхает. Он упустил мышь. Вот. А там у нас террасы с цветами. И он ждет. Тоже слушает и ждет. Это у нас Австрия, Каринтия. Озеро называется Асиахерзея. Ну, соответственно, я с камерой тоже жду развития. Вот. Что-то он там. Вот так. Вот такой легкий прыжок. И Вилли свою утраченную, свою потерю там наверняка найдет. Нам осталось смотреть и ждать, что там будет происходить. Вот. Сейчас должен появиться. Ну, пока он не появился, пока он там занимается своей охотой, мы смотрим на Эремурус. Вот этот желтый цветок, он снизу начал желтеть и пожелтел доверху. Я снял весь процесс, потом осенью я собирался сделать про цветы отдельный фильм. Вот этот желтый очень красивый. Вот цветок, конечно, красоты необыкновенной. И вот сейчас он уже больше, чем наполовину пожелтел. Называется Эремурус. Вот. Ну, я им всегда любовался по утрам, когда выходил на зарядку. А там, в глубине, вот возле большого куста, там у нас факельные лилии. Или, как их называют по науке, книфофии. Ну вот. Тем временем Вилли умудрился, достал ее и опять упустил. Ну, это уже становится какой-то комедией. Вот видите, это беготня, а в итоге мышь от него смоталась. Но это как бы небольшая потеря. Вилли свое все равно возьмет и компенсирует. Он днем, он мышей, что интересно, он днем их вот так играет с ними, но без каких-то... А вот вечерние, ночные мыши там может иногда и съесть. Такое тоже бывает. А вот это у нас ранетка. Вот у нас это дерево, это маленькая такая декоративная яблоня. И у них такие симпатичные яблоки. Их набирается вот такая миска, вот, из которой Ирина делает очень вкусный компот. Вообще это скорее такое декоративное, эстетическое, чем урожай и яблоки. Ладно, смотрим на нашего охотника и игруна. Он перемещается в течение, вот в зависимости от того, где солнце, с какой стороны соседи есть, он перемещается по участку, по территории и там охотится. А за соседями слева он наблюдает. Там у них дети бывают, там у них разные люди меняются, и он за ними любит лечь и через живую изгородь за ними наблюдать. Он делает какие-то свои выводы. Ну вот он их знает всех и всегда контролирует диспозицию. Вот. Сидит, о чем-то думает, какие-то планы кроит. Соседи справа у нас бывают наездами, и он им не очень доверяет, потому что там приезжает молодежь, и она такая шумная довольно, они устраивают какие-то шумные игры, развлечения, и котик Вилли им не доверяет. Ну, вот, пощипать травы. Вообще, кот, сейчас уже сентябрь, ночью стало прохладно. Вот. То он все лето ночью спал на террасе, там есть диван, он на террасе спал на диване. А сейчас стало прохладно, и он стал спать у нас в кровати, в ногах. Ложится. И вот прошлой ночью я проснулся от того, что котик, видимо, ему стало скучно, он ничего умнее не придумал, как ногтем
стал меня по ноге. Видимо, может, он хотел, чтобы я с ним сходил, там, ему дал что-нибудь, может, просто ему скучно стало. Взял гадюка, расцарапал мне ногу, действительно расцарапал. Я проснулся, причем мне при этом стал сниться какой-то фильм ужасов. Вот, я сначала не понял, что произошло, потом уже очнулся. Еле сдержался, чтобы пяткой не заехать этому товарищу куда-нибудь. Вот. А утром посмотрел, действительно расцарапал. Вот он сидит, смотрит. Мы его так и расчесали всего. Это была целая операция. Вот, но удалось его целиком расчесать, колтуны все вырезать. Так что вилечка сейчас в декоративном виде. Вот. Это он по утрам, готовясь забраться на крышу гаража, он обычно некоторое время проводит перед гаражом вот такой диспозиции. Думает, что ему сделать, лезть на крышу или еще побыть снизу. Чем холоднее становится, тем меньше времени он проводит на крыше. А вот смотрите, эта птичка сидит. У нас окна большие. Птиц очень много, иногда врезаются. Мы уже наклеили на окна вот такие трафареты с птичками. Мы уже повесили ленточки. Вот Ирина повесила по всем окнам такие ленточки, которые болтаются. Но все равно они с разгону врезаются в стекло, и потом вот некоторое время у нее шок. Нам надо ее быстро поймать и вынести, посадить на какую-то живую изгородь. Вот Ирина ее поймала. Потому что если Вилли ее найдет, у нее могут быть проблемы. Вот таких птичек, может быть, за сезон до десятка спасаем. Это Ирина сразу отслеживает. Обычно они ударятся в стекло, и у них просто шок некоторый. То есть, если ее надо поднять и посадить куда-нибудь на куст, куда-нибудь повыше. И вот мы наблюдали как-то вот птичку так поймали, посадили, проходит минут 10 она сидит, 10-15, видимо, приходит в себя, проверяет крылья и улетает. То есть, вот ее надо просто вовремя поднять с земли, чтобы котик ее не засек. Вот это у него самая странная охота. Я не знаю, ловил ли он там когда-то мышей, но там явно в камышах у озера идет какая-то жизнь. И я думаю, что это утки. Там живут утки. А сейчас уже птенцов нет. Птенцы были это май-июнь. Вот. Что-то там шумит, может быть, не знаю. Но Вилли у камышей проводит довольно много времени. Вот он сидит, и явно он там что-то выслушивает. Что-то наблюдает, пытается что-то там понять. Но я не видел, чтобы он оттуда когда-нибудь приносил мышей. Но он знает, чем заниматься. Не мне его учить. Иногда в удачный день у него до 5 мышей бывает. Вот, то есть явно в камышах идет какое-то движение, и он вот ходит, что-то там он пытается. Но там живут утки, там живут водные курицы, поэтому там шума может быть сколько угодно. Такое вот хобби котика Вилли. Итак, птички, сами того не зная, помогают коту охотиться на мышей. Остается отдать должное сообразительности котика Вилли, который вот это все понял и знает, где охотиться. На этом все. Кликните, пожалуйста, котика, подпишитесь на канал, включите уведомления и успехов вам!